Всем привет, народ! Сегодня будем разговаривать про Telegram бот Headcoin. Он у нас 21 мая 2025 года. Сегодня я снимаю это видео. Это сегодня было. Завтра он выйдет, этот ролик. Раздал у нас airdrop. Раздал airdrop, который мы вроде бы как бы заклеймили, но пока на кошельки никто еще ничего не получал. У меня в телеграм-канале есть чатик, в комментариях люди все спрашивают, все говорят. Я тоже лично заклеймил прямо на старте, то есть у них в 11 часов по Амстердаму начинался вот этот клейм, раздача airdropа. Я там буквально 2-3 минуты после начала зашел, заклеймил, ничего до сих пор не получил на кошельки. Хотя плашечка была о том, что в течение 5 минут вы получите там свои токены. Но никто ничего пока еще не получил. Если вы уже получили, на момент выхода видео, пишите в комментариях, что да. Вот. И что думаю по поводу этого Telegram-бота. Я про него снимал видео. В каждом видео я говорил, что это очень мутный Telegram-бот. Потому что у них новости выходили очень редко. Раз в месяц там. То есть они затихали. Вроде кажется, что соскамился у нас бот. Потом раз, вроде новость. Потом опять затихали. Думаешь, точно скам. Раз, вроде новость. И наконец они дошли. В этом плане никого они не кинули. Не соскамились, да. Раздали вроде бы как airdrop. Но я тогда говорил, что мутно очень, непонятно, как-то здесь все просто сделано. И я в роликах говорил, что я не надеюсь здесь ни на какой там airdrop жирный и тому подобное. Люди некоторые писали, что это возможно гем, возможно из-за того, что они такие тайные там, и потому так молчат, да, что они там выстрелят. Не получилось. Пацан к успеху шел, не повезло, не фартануло. И получается, я здесь сильно жирного там дропа не ждал. У себя в телеграм-канале я писал, что я вложил там $250, но я ошибался, я посмотрел у себя в записях. Сюда я внес около там 100, наверное, $50. 120, да, 120, около $120 я сюда доната внес. Маленькая сумма, я ее и не надеялся забрать. Вот, а здесь я в ролике говорил, что здесь жду две функции. Первое, это был здесь пресейл токена. Мне интересно было, насколько это все окупится там, плюс-минус. Получается, нет, не окупилось. Вот. И плюс я ждал еще маркета. NFT маркет, думаю, как это будет все работать с этими скинами, которые здесь у нас внутри этого телеграм-бота есть. Но тоже пацан к успеху ушел, не повезло, не фартануло. Давайте будем по порядку. Во-первых, NFT маркет. Мы здесь майнили кучу этих NFT-шечек, да. Они говорили то, что мы сможем там лепить из менее редких, более редкие, да, там NFT-шечки. Но получается у нас в маркете мы можем скрещивать только common и uncommon NFT-шки, чтобы получать редкий rare NFT. Вот. И все. То есть никакого там слепливания, слияния, да, редкого NFT-шечек там в эпическую, да, эпических там в легендарную и тому подобное. То есть, не дают они, чтобы вы там мега-мега себе налепили мощных NFT-шечек, и потом их продавали, да. То есть, вот, что есть, то есть. И тем более большое количество этих самых NFT у всех на руках, особенно редких. Rare NFT, они сейчас полились в этот маркет, лежат там кучами, кто по 30 их там, кто по 40, кто по 20 выставлял. И вопрос остается в чем? Все говорят, что вот почему-то не продается. Не продается только по той простой причине, что вы задаете себе вопрос, кто у вас их будет покупать. То есть вам они не нужны, вы пытаетесь от них избавиться, пытаетесь их продать. Таких как вы тысячи. То есть вот кто играл в этот бот, нас их тысячи, и все мы эти тысячи, нам они тоже не нужны, мы тоже их пытаемся продать. Но на все это должен быть покупатель. Кто будет покупать эти NFT? Задайте себе вот таким вопросом. Эти NFT могут покупать только те люди, которые играют в Head Battle, который есть у них в Play Market, да, там игрушечка это их. Но пока я не знаю, завязано, скорее всего еще не завязано Head Battle с этим NFT маркетом. И по сути эти NFT-шки никому не нужны. То есть бесполезно их там продавать. Если кто-то там продавал, напишите в комментариях, что там продали, сколько-то заработали. Но у меня как висят они, так и висят, никто их не берет. Особенно в таком большом количестве, в этом даже хэдбатле, они никому не нужны. То есть одинаковых скинов себе, то есть купить 20 штук кто-то купит? Нет, я не думаю. Вот. Может быть, более какие-то редкие, да, будут покупать, и то не факт. То есть NFT маркет, по крайней мере, на данном этапе еще провалился. То есть я ожидал, думал, может быть, придумают что-нибудь интересное. Нет, не придумали. NFT маркет провалился. Дальше я ждал пресейла на предпродаже на пресейле. Я покупал токены, ждал, что как-то это все будет интереснее. Нет, тоже ушел в минус, получается. Отдал больше за пресейл токенов,
чем сейчас получил на Роке. Вот давайте смотреть мой баланс. Получается, вот токены, которые я получил именно за игровой процесс. Это 14,5 тысяч токенов. Ну, округлять будем. Вот. И второй airdrop, который я получил, это токены куплено. Токенов куплено. Это тот самый пресейл. За него я получил 99 тысяч токенов. Вот, давайте разбираться. Критерии, какие у нас были для получения вот этого простого, ну, основного, грубо говоря, airdropа, не говоря о пресейле. Критерии у нас были простые, там, как они писали, это фарм в час, сколько-то у вас должен быть, сколько вы всего общее количество монет добыли, приглашенные друзья, активности и количество NFT, и их редкость там и тому подобное. Плюсом далее они добавляли еще два дополнительных критерия. Это у нас вот в этих сундуках вот эти вот очки. Когда мы открывали сундучки, нам давали очки. Эти вот очки. Плюс они добавили дополнительно еще за транзакции. То есть чем больше у вас транзакций, тем больше вы получите дроп. И вот в совокупности из всех этих факторов нам раздавали дроп. Но судя по моим комментариям в телеграм-канале, сколько люди пишут, сколько они там заработали, я делаю вывод, что основных критериев для получения этого дропа было всего два. Первый критерий это были совершенные транзакции. Ну, то есть в магазине мы здесь покупали вот эти вот ключи за звезды, да, там и тому подобное. Плюс там был типа мини-премиум аккаунт на несколько там дней, чтобы там больше падало этих ключей. Вот за это насыпали. Вот сюда я тоже донатил, покупал ключи, да, помимо пресейла еще. И тоже покупал несколько раз этот премиум аккаунт. И второй, мне кажется, критерий, тоже один из самых главных, это все-таки приглашенные друзья. Реферальная система. Сразу скажу, в моей реферальной системе было там ну, достаточно, сейчас уже не знаю, не посмотреть, вы можете зайти в старые мои ролики, поглядеть, честно, сейчас неохота мне копаться, искать их, но там было достаточное количество, там больше сотни, по-моему, приглашенных друзей, но сразу вам могу сказать. Я же пропагандирую, не играйте в эти боты, не вносите сюда донаты. В моей реферальной системе, в любой из моих игр, не так уж много народу. Здесь я пошел другим немножечко путем, дешевых рефералов образно купил на сайтах. На сайтах, которые занимаются продажей рефералов, да, я их там дешевых купил и сюда, получается, завел. Чтобы проверить, намного ли это все повлияет. И как видите, баланс 14 400, да, соответственно, рефералы, купленные даже, повлияли на количество полученного аирдропа. Вот, там ни в коем случае ни на ком я не нажился, может быть там 5-10 человек, у меня действительно по моим ссылкам зашли, играли, то есть они есть у меня в телеграм-канале, а остальные там 100 с чем-то человек, это все были купленные рефералы. Вот, так что вот мне кажется, это основной параметр, это рефералы и транзакции, внесения сюда доната. За это вот и насыпали здесь токенов. Второе у нас пресейл. Сколько мы там купили, нам все вот насыпали, и получается здесь у меня еще 99 тысяч. В совокупности, плюс-минус, если округлять, у меня там получается в районе 113,5 тысяч общий airdrop токенов Headcoin. Вот. А здесь они также нам пишут, что следующий будет сезон airdrop 2 с 27 мая, получается, по 27 июля. Нам добавят какие-то новые игры. Ну, имеется в виду, наверное, вот у нас есть здесь игра сундуки с золотом. Вот, добавят еще какие-то дополнительные игры. Буду ли я играть во второй сезон? Ну, я уже сомневаюсь, потому что маркет, если они его сейчас оживят, да, придумают какую-то систему, тогда да, окей, будет интересно. Если они сейчас как-то запампят свой токен, чтобы хотя бы люди вышли в плюсы какие-то, ну или хотя бы немножечко заработали, тогда да, можно задуматься о втором сезоне. На данный момент я о втором сезоне не думаю. Мне посмотрю, интересно будет, может быть, чисто ради контента зайду, буду там что-то делать для тех людей, кто там будет играть все-таки. Вот, вам крайне не советую заходить в подобные боты. Не вносите сюда донат, чтобы вот так вот не получалось на airdropах, да, когда вы получаете 2 копейки и зарабатывают здесь только разработчики. Ни я, ни вы, ни мы с вами, простой народ здесь не заработает никогда. Вот, так что не заходите, не тратьте время, свои деньги на вот эту всю ерунду. Давайте переходить на StoneFi, на биржу, где сейчас, на DEX биржу, где сейчас свапается Headcoin в тон, можно свапнуть, ну, грубо говоря, продать, обменять, точнее, Headcoin на тон. Вот мы на StoneFi, сейчас курс, ну, это курс, получается, 0.3017, но это по отношению Headcoin к тону. На данный момент к USDT, если брать в USDT, цена одного токена составляет у нас 3.05, где-то так, в районе этого.
И получается, это у нас конвертация хэткоина в тон. И сейчас вот такой вот график у нас. То есть здесь у нас стартовало, оно было 3.02, и вот сейчас понемножечку укатывается. Люди здесь некоторые покупали до того, как люди получили airdrop, ну, свапали, наоборот, тон в эти хэткоины. Вот. Кто-то делал это наоборот, кто-то, возможно, уже получил дроп на кошельки, тоже свапает его в тон. И если мы вот сейчас забьем сюда мой баланс, да, сколько я токенов получил, на данный момент это составляет 58 долларов, то есть, ну, 19 там, с копеечками тонн. Вложил я сюда 120, то есть, ну, я в 2 раза меньше получаю сейчас на данный момент в конвертации хэткоина в тонн. Получается в минусе. Не то, что не заработал, не то, что в ноль вышел, да, там, а в минус даже залез. Вот, пожалуй, такая вот ситуация сейчас происходит с хэткоином. Они нам обещают золотые горы. Говорят, не продавайте, держите токен, все будет шикарно, токен будет стоить 1 доллар, но с общей эмиссией в 1 миллиард токенов, при цене в 1 доллар эта капитализация должна быть 1 миллиард долларов, да, что по сути, ну по факту, конечно не миллиард, да, там, но нереальные цифры. Нереальные цифры, для этого должна быть гигантская экосистема, что-то придумано интересное, чтобы люди заинтересовались, играли, покупали токен, но пока на данный момент вот этот вот печальный маркет, да, и печальный бот, к сожалению, не приведет сюда никаких денег дополнительных. Так что я думаю, если вот так вот все будет продолжаться, я не буду свапать сейчас в тон свои токены. 60 эти долларов мне погоды абсолютно не сделают. Я их уже изначально в планах своих потерял, как бы в этом боте. Так что пускай лежат. А вдруг когда-то они решат для себя запампить эту цену, да, и я на том паровозике попробую доехать. Нет, ну сгорят мои 60 долларов. И сгорят. В принципе, я не разочаруюсь. Можем перейти с вами в тонсканер, получается, и посмотреть по контракту. Вот, я, как и говорил, цена 3.05 у нас, это цена именно в USDT-шечках. Вот как получается 20 мая 2025 года они токен свой выпустили, у него оценочная там стоимость была 3.07. И сейчас вот она. Получается, у нас капитализация этого токена на данный момент всего 500 тысяч долларов. 500 тысяч долларов, невеликая сумма, холдеров уже 1025. Вот она, эмиссия, общий supply у нас 1 миллиард. И что мы можем вообще посмотреть в том сканере по поводу этого Telegram-бота? Сейчас на данный момент вот люди занимаются чем? Кто-то за тон приобретает этот хэткоин, да, кто-то за тон тоже приобретает, кто-то наоборот. Видите, человек, может быть, заранее покупал, и теперь свапает обратно в тон, либо это кто-то получил дроп, теперь свапает обратно в тон, ну, забирает типа свое. Здесь нас интересует такой момент, как холдеры. Все вот кошельки, которые владеют этими монетами. Вот эта круглая сумма в 300 тысяч токенов, скорее всего, они и есть тот самый второй airdrop, который они планируют делать, потому что, ну, очень круглая сумма. Возможно, первый кошелек, это у нас и есть разработчики, которые 40% имеют токенов. Здесь, возможно, кто-то тоже из команды разработчиков, либо какой-то мега-мега холдер, да, который там закупился на пресейле очень-очень много. Ну и пошли обычные простые кошельки, кто-то покупал, кто-то получал дропы, ну и соответственно вот. То есть нам главное следить за основными вот этими тремя кошельками, какие действия будут там проходить. Если с этих кошельков начнут утекать хэткоины, свапаться, да, получается, то это означает то, что разработчики свои токены сливают и выходят, ну, грубо говоря, из проекта, чтобы о нем забыть. Пока можно наблюдать вот за этими кошельками, так что, ну, если хотите, если интересно вам, если вы будете держать все это и хотите на этом как-то заработать, возможно, то, пожалуйста, вот наблюдайте за именно этими кошелечками. Вот такой вот сегодня был ролик по поводу печального дропа от хэткоина. Что такое печальный дроп от хэткоина у нас вроде никогда не было, а тут опять, да, снова очередной телеграм-бот, снова побрил свою аудиторию, и снова мы с вами ничего не заработали. Так что не стоит играть в телеграм-боты и вносить сюда донаты, чтобы вот так не разочаровываться. Я в принципе не разочарован, потому что заранее понимал, что я вряд ли здесь что-то заработаю, так что, ну, в принципе, я не огорчился, деньги не такие великие. Пишите в комментариях, сколько вам удалось нафармить все-таки, сколько получили дропа от этого бота, да, в комментариях. Пишите свои циферки. У меня, как вы видите, 113 тысяч, но это большая часть у меня, конечно же, пресейл.
Буду наблюдать за ценой, за движением кошельков. Возможно, будет какой-то памп. Пока у меня токены на руках, буду за этим бдить. А в Телеграм-канале какие-то новости очередные по движению этого проекта буду выкидывать. Пока вот сам именно холдером являюсь этого токена. Так что подписывайтесь на Телеграм-канал, если интересно все это быстренько получать, потому что ролики снимаю не так часто. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.